Приветствую всех магов и не только. Сегодня я подготовил для вас распаковку нескольких товаров по МТГ, а также немного расскажу о дисплеях, которые мы уже разыграли на своих локальных туриках. А пока напомню вам поставить лайк, нажать на кнопку подписаться и на колокольчик, если вам интересен мой контент. Такой вот альбом. Вот Апро, насколько я знаю, они лицензированную продукцию по МТГ производят. Вот так он выглядит. Тут такие, сам он такой матовый. А вот эти планеты, они такие гладкие, глянцевые. И сзади какая-то черная дыра. Это по Age of Eternities, как я понял, иллюстрация. Хотя может просто в стиле космоса. Пустышка. Ну, собственно, вот так вот выглядит. Здесь зачем-то тоже такая перегородка. Собственно, как в него складывать карты. Ну, допустим, у нас есть карты. Они уже в протекторах. Самых простеньких. Так, давайте посмотрим. Здесь, получается, складывается сбоку. Вот так вот берется и вкладывается. Ну, собственно, вот. Этот альбом, прежде всего, предназначен для хранения самых редких, самых ценных карт, либо тех, которые больше всего нравятся. Точно не для хранения всей коллекции. Для этого лучше подойдут коробки, которые, кстати, тоже заказали. Тоже на них сделал обзор. Надо положить. Что дальше? Вот плеймат на одного игрока, тоже от Апро, от Ультра Про. Это одна компания, я не помню, как она точно называется, вроде Ультра Про. Такой вот тоненький, обычный коврик, как компьютерный. Какая-то шелуха на нем. В чем плюс такого коврика? В принципе, практическое удобство. То есть тут вся разметка, вся необходимая. Здесь у нас поле для земель. Здесь для существ, там, энчантов, артефактов и так далее, для прочих перманентов. Здесь поле изгнания, кладбище, библиотека и для ХП, для каунтера. Также для удобства помечены все фазы игры, фазы хода, как напоминалочка. В общем, тоже хочу себе такой взять.
именно с разметкой. Посмотрим, как он послужит моим друзьям. И уже там будет видно, брать его или нет. Ну, с виду не сказать, что прям какой-то очень качественный, как будто достаточно недорогая резина, ткань. Ну, будет видно со временем. Еще одна посылка. Это у нас дисплей. Дисплей по достаточно красивому сету Ages of Eternities. Гарантированная файловая в каждом паке. Не помню, сколько тут у нас бустеров в составе. 30 бустеров, каждый по 14 карт. Это у нас получается дисплей на 4. Будем играть Sealed. Каждый по 6 паков откроется, берет колоду. И, ориентируясь на места, будем раздавать оставшиеся. Такие вот у нас небольшие турниры. Вот что еще у нас осталось для турниров. Получается, осталось нам сыграть 2 турнира. Это Таркир, Драгоншторм. Здесь у нас получается тоже 30 бустеров, в каждом по 14 карт. И тоже каждый бустер включает файловую, что, собственно, цены им не добавляет. И с Иннистрада осталось 4 бустера, так как в том дисплее было не 30, а 36. Решили оставить 4 на другие турниры, в частности на Таркир и на Ages of Eternities. Вот. Вот такой вот у нас был дисплей по Иннистраду. Я думаю, я либо уже записал и выложил, либо выложу, что мне выпало из интересного. Выпала такая вот красивая бордлесс камера, карта. Такой вот красивый арт с вампиром с файловой подписью. Так, ну, собственно, у меня здесь распределены на 2 стопки. Здесь у меня все карты дешевле 10 центов. Здесь все карты дороже 10 центов. Вот это вот достаточно дорогая карта, около 19, по-моему, долларов. Это 16 долларов. И это 1 доллар. Причем все вот эти 3 выпали мне из одного бустера призового. Занял 2-е место. Получил по нашей таблице 3 дополнительных бустера. Вот такая еще карта есть. Она уже выпала из основных бустеров. Стоит 10 долларов. Ну и в целом остальные по мелочи. Есть, конечно, карты по 1 доллару. Есть вот такая интересная карта, которая собирается в 2, точнее в одну большую, если есть пара. Получается, вот здесь написано. Моя коллекция в сете Эзодрифт. Здесь у меня все дешманские карточки до 10 центов стоимостью. Здесь у меня арты.
Вот это конкретно арт, который выпал с этого сета. Такая отсылка на трон, видимо. Вот это тоже дешманская карта, но мне понравился арт. И то, что она borderless, решил ее все-таки закинуть в протектор. Ну и вот все карты от 10 центов. Тут их заметно меньше, чем в Иннистраде. Дорогих карт тут особо нет. Ну, сам сет, я так понял, не располагает к дороговизне карт внутри него, потому что дисплей дешевый, а механики никак не стакаются с механиками других сетов. Вот это где-то около $2-3. Этот, по-моему, Planeswalker стоит $5. Вот этот ленд стоит $10 точно. Или даже 11,5. Хороший ленд, двухцветный, и при этом выходит не тапнутый. Обычные земли. Вот этот, он не такая дорогая карта, но у него обилка, пассивка точнее, хорошая. Мне понравилось. Такой вот получился небольшой обзор. Сейчас еще в пути находятся 2 коробки для коллекции и Dragon Shield'ы, протекторы для карт. Но помимо этого едет еще один очень интересный дисплей, на который я тоже обязательно запишу обзор и распакую его в полноценном видео. Помимо таких видео с распаковкой различных товаров, включая бустеры, дисплеи и прочий став, есть еще идея записывать небольшие обучающие видео для тех, кто совсем не знаком с МТГ и ее правилами, но кто, возможно, наткнувшись на мой ролик, заинтересовался и захотел поиграть. Также мы с друзьями думаем записать наши турниры, по крайней мере, некоторые матчи. Возможно, тоже это будет вам интересно. Пишите в комментариях, хотелось бы вам видеть такой контент, обучающий и с демонстрацией наших игр. А пока все. Всем до скорого.